Мы приступаем к вязанию рукава. Один рукавчик я уже связала, как вы видите, это длинная резинка и расклешенный рукав с узором из зигзагов. Зигзаги у меня будут два раппорта, то есть две линии повторяться вот этого узора. Вязать мы также будем с вами из ниточек, две ниточки пуха норки и одна основная. Резинку мы будем вязать на спицах номер 4, основное полотно будем вязать на спицах номер 5. Также можно взять и чулочные спицы. На спице номер 4 мы будем набирать 37 петелек. Я набираю на одну спицу, не сильно затягивая ниточку. Если вы так не привыкли делать, набирайте на 2 спицы. Если вы вяжете, как и я, на круговых спицах, смотрите, вот так вот я делю на 3 части, таких вот 2 ушка получается из лески. И мы объединяем в круг. То есть у нас на спицах было 37 петелек, сейчас останется 36. Подтягиваем ниточки и вяжем, как и на нашем джемпере, первый ряд резиночки 1 на 1, то есть чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная полностью за переднюю стенку. Второй и последующие ряды мы начинаем вязать лицевую за переднюю стеночку, изнаночную я провязываю за заднюю стеночку. Лицевая за переднюю, изнаночная за заднюю. Так мы вяжем на высоту 30 рядов. По сантиметрам это около 10 сантиметров до ВТО. После того, как я провязала резинку на 30 рядов, теперь я меняю спицы на номер 5. Перед тем, как вязать сам рисунок, я сначала свяжу ряды прибавок. Прибавки мы начнем делать через каждую вторую петлю, но в начале первые 2 и последние 2 мы провяжем без прибавок. Мы переходим на лицевую гладь. Вяжем первые 2 петельки. И дальше мы делать начинаем прибавочки. Здесь у нас получится так, что прибавочки мы будем делать в каждую изнаночную петлю. То есть лицевую мы провязываем лицевой, а в изнаночную делаем прибавочку. Сначала подцепаем нижнюю дужку у петли, вяжем ее лицевой и затем провязываем саму петельку со спицы. Причем, где у нас была лицевая, мы провязываем за переднюю стеночку, а где у нас была изнаночная, мы провязываем за заднюю стеночку. Итак, таким образом, делая прибавки в каждую изнаночную петлю, мы довязываем до конца ряда, не провязав последние 2 петли. У нас осталось непровязанных 2 петли, в них мы прибавочки делать не будем, только просто провязываем лицевыми за передние и за задние стенки соответственно. Теперь у нас на спицах 52 петли, то есть в этот ряд прибавок мы сделали все необходимые прибавочки. Далее никаких прибавок для расширения рукава мы делать не будем и вяжем с вами второй лицевой ряд. Просто провязываю петельки за переднюю стеночку. Теперь мы переходим на вязание узора. Я еще раз покажу, как он у нас будет выглядеть. Узор у нас, то есть петельки должны быть кратно 8. И смотрите, в чем его отличительная особенность. Сейчас я найду. Вот. Видите? Он, то есть, не подходит вплотную к середине рукава. Между началом узора и концом узора остается 4 петельки. То есть 2 петли начала и 2 петли конца. И остальные 48 петелек из 52 будут участвовать в узоре. Вот так это будет выглядеть. Смотрите. Вот эти первые 2 рядочка я пока учитывать не буду, а буду называть раппорты по рядам. То есть первый ряд раппорта — это сейчас 3-й ряд нашего рукавчика. Всего раппорт составляет 12 рядов. Как вы видите, у меня здесь отмечены только рядочки
как их называют, нечетные. Четные ряды, второй, четвертый и так далее провязываются просто лицевыми петельками. Для начала первый ряд раппорта мы снова вяжем с вами все лицевые петельки. Здесь у нас, то есть это соответствует третьему и четвертому ряду от резинки. Так, и теперь мы переходим к третьему ряду по раппорту. Это пятый ряд от резинки. Смотрите, как я говорила, у нас с вами не сразу начинается узор. То есть для начала мы вяжем 2 петельки, которые не входят в раппорт узора. И теперь мы будем повторять с вами накид, 2 петли вместе, 6 лицевых. То есть накид. Далее мы провязываем 2 петельки вместе за передние стеночки и вяжем 6 лицевых. Снова накид, 2 петельки вместе, 6 лицевых. И так довязываем до конца ряда. И после того, как мы провязали с вами раппорт узора в 6-й раз, это была 48 петелек, напоминаю, у нас только раппорт занимает, у нас должно остаться после вот этих 6 лицевых 2 петельки. В 4-м ряду раппорта, он же 6-й ряд от резинки, все петельки мы вяжем лицевыми. То есть точно так же накиды провязываем, как мы вязали на джемпере. Я провязываю за переднюю стеночку, чтобы петельки были не скрещенными. Далее 5-й ряд раппорта, он же 7-й ряд от резинки. Для начала мы вяжем 2 первых петельки, которые не входят в раппорт узора, и начинаем 2 петельки вместе, накид, 2 петельки вместе, 2 петельки вместе, накид и снова 2 петли вместе. Потом 4 лицевых и накид. 1, 2, 3, 4 и накид. И снова после накида 2 петли вместе, накид, 2 петельки вместе. То есть если их составить, вот он как раз вот этот накид компенсирует вот эту вот первую убавочку. И так повторяем с вами. Накид, 2 петельки вместе, накид, 2 петельки вместе, 4 лицевые. Встретимся с вами в конце ряда. И обратите внимание, что у нас вот этот вот ряд, 5-й раппорта, он у нас будет заканчиваться накидом. То есть я еще раз, видите, посмотрите, вот убавочку мы сделали в начале ряда, а этот накид мы сделали в конце ряда. И затем провязываем уже после вот этого накида 2 петли, которые не входят в раппорт узора. Следующий ряд, 6-й раппорт узора, он же 8-й ряд от резинки, мы провязываем с вами снова лицевыми петельками и встречаемся в 7-м ряду раппорта. 7-й ряд у нас начинается сначала с 2 петелек, которые не входят в раппорт, и далее идет 2 лицевые, накид, убавка, 2 лицевые, снова накид, убавка. И так мы просто чередуем 2 лицевые, накид, убавка, 2 лицевые, накид, убавка. Встречаемся с вами уже в конце ряда. И у нас заканчивается вот этот ряд 7-й, который раппорта идет, накидом и убавочкой. И у нас должно снова остаться с вами 2 петельки, которые не входят в раппорт узора. Затем вяжем следующий ряд, это 8-й ряд раппорта, лицевыми петельками. И встречаемся в 9-м ряду. 9-й ряд раппорта узора, это же 11-й ряд от начала резинки. 2 петельки, которые не входят в раппорт узора, и теперь начинается 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, убавка, накид,
убавка. И накид, убавка. И теперь, видите, вот вместе с этой лицевой у нас будет состоять 1, 2, 3, 4. То есть снова вяжем 4 лицевые, накид, убавка, накид, убавка. Снова 4 лицевые. И в конце ряда, не доходя до конца, у нас должна с вами остаться последняя петля из раппорта узора и 2 петельки, которые не входят в сам раппорт. Следующий ряд снова провязываем лицевыми петельками. И последний узор у нас заканчивается, последний ряд раппорта. Смотрите, он начинается с 4 лицевых. Ну, для начала мы вяжем 2 петельки, которые не входят в ряд узора. И далее вяжем 4 лицевые, накид, убавочка и оставшиеся 2 лицевые. С первыми 4, которые должны сейчас повториться. То есть, можно сказать, у нас повторяется первый ряд узора. Это накид, убавка, 6 лицевых. И так довязываем ряд до конца. И когда мы дошли до конца ряда, у нас должно остаться с вами 2 петли из раппорта узора и 2 петли, которые уже не входят в раппорт. Далее мы провязываем с вами 12 ряд раппорта, он же соответствует 14 ряду от начала резинки. И затем, как вы видите, я раппорт узора повторила 2 раза. Вы можете оставить как один, так связать на протяжении всего рукава. Вот. Также повторяем с первого ряда. То есть после того, как мы свяжем с вами 11, мы вяжем ряд лицевой. И также возвращаемся к началу ряда. Вяжем первый, второй ряд лицевые. И только затем начинаем делать убавочки. То есть у нас также должно участвовать вот эти 12 рядов раппорта. То есть после того, как мы закончим полностью это, то есть вот здесь вот на верхней точке, у нас должно быть провязано с вами 26 рядочков вместе вот с 2 рядочками начала. Помните, мы делали ряд прибавок и вязали затем второй ряд. И только затем мы начали вязать сам раппорт узора. Всего у меня провязано от резинки 50 рядов. Вместе с резинкой, соответственно, 80 рядочков у меня идет рукав. По сантиметрам. У меня, конечно, маленькая линейка. Я примерно вам скажу. 20-30 рядов. Около 30 сантиметров сейчас у меня рукав. Это до ВТО. До конца ряда, вот этого 80-го или 50-го от резинки, смотрите, как вам удобнее считать, мы оставляем 3 недовязанных петли. То есть здесь пока это вот непонятно, конечно, вот здесь будет маркерочек, то есть до конца ряда у меня останется 3 петли, и мы с вами будем на пройму снимать 3 петли с конца ряда и 3 петли с начала ряда, то есть в пройме у нас будет участвовать в дальнейшем 6 петелек. Пока продолжаем вязать узоры, если хотите, делайте их несколько раппортов, и затем уже встречаемся с вами в самом конце. Мы начнем уже объединять джемпер и 2 рукава в единое полотно. Я провязала сам джемпер на 60 рядов от резинки, плюс резинка 10 рядов. Смотрите, также не довязала 3 петли до конца вот этого 60 ряда. Сейчас мы будем снимать петельки на пройму. И как раз получается у нас 3 петли с конца ряда и 3 петли с начала ряда. То есть общее количество петелек на пройму 6 петелек. Также у меня готовы 2 рукава. Здесь поступаем точно так же.
Для начала снимем петли на пройму. На рукаве мы провязали общее количество 70, ой, нет, не 70, 80 рядов. То есть 30 рядов была резиночка и остальное от резинки. Точно таким же образом. 3 петли с конца ряда и 3 петли с начала. И в этом ряду мы начинаем соединять с вами детали. По рисунку, смотрите, у центрального цветка, получается, я провязала 2 шишечки и провязала еще один ряд. То есть, если посмотреть на схему, это будет сейчас у меня 25 ряд, потому что пойдут только лицевые петельки. У нас, конечно, может и не совпадать, в этом ничего страшного не будет. И, как я вам говорила, видите, 2 и 4 цветы я тоже также оставила и не продолжала вязание. Вязать можно также на протяжении всего джемпер, хоть все цветы, это тоже будет все на ваше усмотрение. А теперь мы начнем соединять детали. Началом нашего вязания будет левый рукавчик. Для этого, вот так, у меня, конечно, одна пара спиц, пятых, поэтому вот так приходится переснимать. Обязательно сделайте так, чтобы вот здесь вот чуть-чуть петелек обязательно было, чтобы у нас был плавнее переход. Все, отмечаем начало вязания маркером, обязательно отличным от остальных. То есть вот у меня будет вот такой вот маркерок, отмечающий начало. И еще маркерочки мы будем с вами расставлять там, в местах соединения деталей, чтобы обозначать регланные линии. После того, как мы сняли с рукава 6 петелек, у нас с вами осталось 46 петелек. До этого у нас было 52. И чуть-чуть подтягиваем первые 3-4 петли, чтобы меньше зазор был, когда мы начнем сшивать. Еще хотела сказать, ставьте у рукавчика ниточку подлиннее, так как мы будем затем сшивать способом петля в петлю. Для этого нам нужна ниточка сантиметров, ну, я вот оставляю примерно 25 сантиметров. И сейчас мы просто давайте провяжем вот этот вот левый рукав до конца. Когда мы дойдем примерно до середины рукавчика, вот так я вот спицу выдергиваю, потому что очень неудобно вязать по началу, очень сложно. И довязываем его до конца. После того, как я провязала левый рукав, я также отмечу маркерочком, таким вот пластиковым, начало. Начало переда я отмечаю. Здесь петельки на пройму, видите, мы уже все сняли. Начинаем вязать, также подтягивая потуже вот эти первые 3-4 петли. И провязываем спинку, ой, извините, перед. Если есть какие-то узоры, обязательно их делаем. У меня, еще раз напоминаю, идет здесь по цветочку просто лицевой ряд. И не довязываем до конца переда также 3 петли. Видите, у меня до сих пор стоит маркерочек, как я говорила, я его снимать не буду, отмечающий начало спинки.
А если, проще говоря, мы будем также снимать у переда 3 петли здесь, 3 петли здесь, то есть минус 6 петелек уйдет спереда. То есть мы провязываем 55 петелек. До конца переда, видите, у меня осталось 3 петельки. И также снимаю 3 петли с конца переда и с начала спинки снимаю также 3 петельки. И сейчас на это место мы начинаем с вами ввязывать правый рукав. До этого обязательно отмечаем начало рукава. На рукавчике перед этим также снимите 3 петельки с конца ряда и 3 петли с начала следующего ряда. И также у нас на рукавчике должно остаться 46 петелек. Как я говорила, первые 3-4 петли ввязываем потуже. Провязываем полностью правый рукав. После того, как мы довязали правый рукав, я отмечаю начало спинки. На спинке мы уже сняли 3 петельки спереда, с начала спинки, и 3 петли также у нас уже сняты. То есть на спинке у нас уже осталось 55 петелек. Вы можете пересчитать, чтобы убедиться в их правильности. И начинаем ввязывать спинку. Также потуже провязав первые петли. И доходим до конца. Первый ряд мы провязали, объединив все детали в единое полотно. Теперь я буду считать это первым рядом от проймы. Теперь я буду вязать второй ряд. Просто я провяжу его лицевыми по всему кругу. И уже встретимся с вами в самом начале третьего ряда. И начнем делать регланные убавления. У меня начинается третий ряд. Мы начинаем делать регланные убавочки. У нас будет всего 4 регланных линии, состоящих из 2 петелек. Это будет петля начала детали и петля конца детали. То есть в данном случае на левом рукаве это будет петелька начала, на спинке это будет петелька в конце. То есть и в конце мы будем здесь делать регланную убавочку. Регланные убавления мы будем делать возле них. И вот эти 2 петли будут идти на протяжении всей детали. Теперь смотрите, как это будет выглядеть. Мы вяжем первую петельку детали. И после нее всегда вторую и третью петлю мы вяжем за переднюю стеночку. То есть с наклоном направо. Теперь довязываем до конца детали, оставив непровязанными 3 петельки. В конце детали, посмотрите, я оставила 3 непровязанных петли. 2 предпоследних мы будем провязывать с вами вместе за задние стеночки. Видите, я перевернула петельки и вяжу за задние стеночки с наклоном налево. И последнюю петельку от левого рукава я провязываю. То есть последняя петля от рукава и первая петля переда у меня будет составлять регланную линию. То есть маркерочек стоит посередине между регланными петельками. И начинается перед у нас, как я говорила, первую петлю детали мы всегда провязываем, а вторую и третью петельки по счету мы провязываем за передние стеночки. Теперь перед мы вяжем по рисунку. Если у вас идут цветочки, обязательно не забывайте их провязывать. И доходим до конца переда, также не довязав последние 3 петли.
Вот я дошла до конца переда. И как я говорила, в конце 2 предпоследних петельки я переворачиваю так, чтобы их можно было связать за задние стеночки. И последнюю петлю я провязываю. Это уже регланная петля. Начинается правый рукав. Первую петельку мы провязываем, которая входит в регланную линию. И вторую, третью петлю я провязываю вместе. Далее вяжу до конца правого рукавчика. До конца правого рукава осталось 3 петли. 2 предпоследних в конце детали мы всегда вяжем за заднюю стеночку, последнюю петлю провязываем. Начинается спинка. Первую петлю провязываем и вторую, третью вяжем за передние стеночки. Довязываем до конца спинки, не довязав последние 3 петли, и там мы сделаем нашу последнюю убавочку в этом ряду. Вот у нас также в конце спинки остались 3 петли. 2 предпоследних мы провяжем. Сейчас я переверну их за задние стеночки. Хотят переворачиваться они сегодня. И последнюю петлю просто провязываем. И маркер начала, то есть начало ряда у нас также начинается с левого рукава. 4-й ряд, как и дальше, все последующие четные ряды мы провязываем просто по рисунку, то есть лицевыми петельками, не делая никаких убавлений. Убавления мы будем делать только в нечетных рядах, это 3, 5, 7, 9 и так далее. Поэтому довязываем 4-й ряд до конца и встречаемся с вами в 5-м ряду. У меня начинается 5-й ряд. Сейчас я попытаюсь на примере левого рукава объяснить, как мы будем делать убавочки. То есть у нас всего 4 детали. 2 рукава, спинка и перед. В начале каждой детали первую петлю мы провязываем. Вторую и третью петлю мы вяжем за передние стеночки вместе. Доходим до конца детали. В конце каждой детали, когда мы не доходим до конца 3 петли, 2 предпоследних я вяжу за задние стеночки убавочку, то есть переворачиваю их перед этим и последнюю петлю просто провязываю. Левый рукав у меня закончился, начинается перед. И поступаем точно так же, как в начале рукава. Первую петельку провязываем. Вторую и третью петлю провязываем за переднюю стеночку. Провязываем полностью перед. Потом мы не доходим до конца переда 3 петли. И сейчас покажу. Вот эту петельку, 2 предпоследних, мы убавляем за задние стеночки. Последнюю петлю снова провязываем. Начинается правый рукав, то же самое. Первую петлю провязываем, следующие 2 убавляем за переднюю стеночку, так как это начало детали. И таким образом мы продолжаем делать регланные убавки во всех нечетных рядах, то есть 3, 5, 7 и так далее. Как вы поняли, на каждой детали уходит по 2 петли, то есть в начале и в конце детали. За один ряд у нас уходит 8 петелек. В нечетных рядах мы просто провязываем по рисунку, то есть лицевыми петельками. И так мы будем вязать до поворотных петелек. Мы будем делать поворотные ряды для углубления горловины по переду. У меня провязано 33 ряда от начала соединения деталей. У меня сейчас начнется 34 ряд. И именно с этого четного ряда я начну вязать поворотные ряды. Всего у меня будет по 3 поворотных петли с каждой стороны рукава. В основном поворотные ряды располагаю на рукавах. Так, регланные маркерочки я уже все сняла. Сейчас я объясню, как я расставила
маркера здесь. То есть у нас участвует левый и правый рукав. Посмотрите. Первую поворотную петлю, я обозначила ее розовыми маркировочками, у меня идет сразу после убавочки на рукавчике, которая идет ближе к переду. То есть все отмечаем симметрично. Вот он перед. И отмечаем петлю после убавочек. Вот убавка была в 33 ряду. И вот у нас маркировочка. А по петелькам у нас осталось по 14 петелек на рукавах, по 23 петельки на спинке и спереди. Далее от первой точки поворота мы отсчитываем 5 петелек и на пятую петлю вешаем маркер. То же самое и на правом рукаве. Отсчитываем от первой поворотной петли 5 петелек и на пятую петлю вешаем маркер. И далее я отмечаю регланные петельки спинки. То есть вот наша спинка, это первая петля спинки и это последняя. На них я вешаю остальные маркировочки. Это начало ряда нашего. И сейчас 34 ряд мы начинаем вязать лицевыми петельками. Обратите внимание на то, что убавочек в 34 ряду мы не делаем. Провязываем эту первую петельку, переворачиваем вязание. И теперь у нас вязание будет опережать вот на левом рукаве на один ряд. Поэтому на левом рукавчике до маркера начала мы будем теперь делать убавление. Но для начала мы перевернем вот эту нашу петельку. Смотрите, эту петлю отмеченную я снимаю при изнаночной петле, я завожу нить назад. Вот видите, вот такие две дужки у нас образовались. И вяжу в обратном направлении. Сейчас вот до начала, вот оно у нас, видите, начало. Вот, не доходим также 3 петли. И вот у нас получается регланная убавочка, точнее линия, петля, входящая в линию, и 2 петельки убавочек. Вот они, наши регланные. То есть до начала, до маркера начала у нас осталось 3 петли. 2 из них мы провязываем изнаночную вместе и затем провязываем петельку, нашу регланную. Все. Левый рукавчик мы довязали. И теперь просто начинаем вязать. Продолжаем изнаночными петельками. Провяжем сейчас спинку и дойдем до вот этого розового маркера на правом рукаве. То есть почти дойдем до переда. Обратите внимание, что вяжем мы изнаночными петельками. И при поворотном вязании у меня изнаночные петли я вяжу за переднюю стеночку. И довязываем с вами до второго розового маркерочка. Вот мы дошли до маркера на правом рукаве. Также эту петельку отмеченную снимаем назад и заводим нить вперед. Вот видите, вот так перебрасываю и натягиваю. Также образовалось 2 дужки. Вяжем в обратном направлении. Это у нас по счету идет с вами 35 ряд. То есть 34 мы связали по изнанке. И поэтому здесь мы не забываем делать регланные убавления. Смотрите, в конце рукава также провязываю за заднюю стеночку 2 петельки регланной линии. И теперь мы здесь, видите, переворачиваем в начале детали петельки, чтобы связать их за переднюю стеночку. Провязываем спинку. И в конце спинки также не забываем провязать убавочку, 2 петельки вместе и регланная петля, которая входит в регланную линию. Маркер начала. Теперь мы вяжем до второй отмеченной петли. Это у меня отмечено голубым маркером. Это у нас начался после маркировочка 36 ряд. Как я говорила, на левом рукавчике у нас опережает на 1 ряд.
Все, провязали эту петельку, перевернули вязание, снова снимаем петлю, заводим нить назад, образовалось 2 дужки и вяжем в обратном направлении. Смотрите, до начала маркера оставляем также 3 петли, которые мы провяжем вместе. 2 из них, предпоследние петельки, я провязала вместе изнаночной петлей и затем вяжу еще одну изнаночную. Все, после маркера у меня по спинке и по правому рукавчику начинается 36 ряд. Мы их провязываем просто изнаночными петельками. На правом рукаве мы также доходим до голубого маркера. Я дошла до голубого маркера, это вторая точка разворота на правом рукаве. При лицевых петельках мы заводим нить вперед, также натягиваем, образуя 2 дужки. И это у нас идет с вами уже 37 ряд. Делаем убавочку в конце правого рукавчика, вяжем 2 петельки регланной линии и делаем убавочку в начале спинки. И не забываем про убавочку в конце спинки. И теперь смотрите. Я сделала убавочку на спинке. Теперь на левый рукав в последней точке разворота мы даже заходить не будем, так как он у нас располагаются, эти точки, на спинке. Вот я довязала до первого маркировочка, который располагается ближе к левому рукаву. Это конец спинки. Я просто разворачиваю вязание и разворачиваю петлю. Вяжу в обратном направлении. Это у нас получается 38 ряд. Дошла до точки разворота в начале спинки. Он у меня отмечен оранжевым маркером. Снимаю петельку, завожу нить вперед. Смотрите, здесь можно сделать еще одну убавочку, то есть в начале спинки и в конце спинки. Я, наверное, ее делать не буду. Здесь уже на ваше усмотрение. Хотите вы горловину поуже или пошире. То есть я на спинке сделала на 4 петли, сделала меньше, чем спереди. Если бы мы сейчас еще раз убавим, сделаем на 6 петелек меньше, чем спереди. Ну, я думаю, что мне убавочек было достаточно. И смотрите, теперь мы с вами доходим до, она у нас получается первой петелькой разворота. Это 39 ряд. И смотрите, вот эту петельку на спинке сейчас мы сразу провяжем лицевой. Смотрите, вот так за 2 дужки подцепаю и вяжу лицевой. Все. И вот после этого мы меняем с вами, да, вообще-то еще не меняем. Давайте провяжем спицами номер 5. Сейчас после вот этого маркера начала мы будем вязать 40 ряд. При этом мы перевернем все петельки, то, что вот мы делали перевернутыми, где образовывали вот эту двойную дужку. Вот здесь мы уже перевернули первую петлю, мы просто провязываем лицевыми. Вот видите, еще двойная дужка, мы ее провязываем также за передние стеночки. Дошли, снова двойная, провязали. Теперь вяжем перед и доходим с вами до правого рукавчика. Вот я дошла до правого рукава. Смотрите, здесь также у нас образовано с вами 2 дужки, вот они, но их мы с вами провяжем за заднюю стеночку, также лицевой петлей. И здесь вяжем за переднюю. То есть мы вяжем так, как петельки у нас располагаются. Вот снова перевернутая петля, видите, подцепаю за 2 дужки и вяжу за заднюю стеночку. И у нас остается только последняя
поворотная петля, которая располагается на регланной линии спинки. Вот она. Также провязываю ее за заднюю стеночку. И теперь с вами довязываем до начала вязания. Маркировочки можно теперь все уже снять. И меняем спицы на номер 4. Мы начнем вязать с вами резиночку. Мы закончили с поворотными рядами. Теперь у нас, значит, спереди также остается 23 петли, так как никаких убавлений мы не делали. На рукаве мы убавили по 2 петельки с каждого рукава, то есть на рукавчиках осталось по 12 петелек, и на спинке у нас осталось на 4 петельки меньше, чем спереди, так как при 6-м поворотном ряду мы убавочки делать не стали. Если вы сделали, значит у вас на 6 петелек меньше, чем спереди, у меня лишь на 4, то есть у меня осталось на спинке 19 петелек. Теперь мы начинаем вязать с вами горловину. Я сменила спицы на номер 4. Отметила начало вязания, и так же как на любой резиночке мы начинаем вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, провязывая полностью за передние стеночки. Второй и последующие ряды мы с вами будем вязать лицевая за переднюю, а изнаночная за заднюю петельки. То есть все то же самое, как мы вязали резиночку снизу на джемпере и наши манжеты у рукавов. Горловину вязать можно на любую высоту, но закрывать ее, конечно, лучше всего эластичным способом, так как она и лучше будет держать форму и не будет стягивать голову при надевании одежды. Ну, на этом моменте мы с вами встретимся, и я покажу, как буду закрывать петельки. Я провязала 10 рядов резиночки. Как я говорила, вы можете сделать чуть больше, чуть меньше, даже свитер с подворотом. И теперь я начинаю закрывать эластичным способом с помощью накидов. Также, я думаю, подойдет закрытие петелек с помощью иголочки. Смотрите, первую лицевую я вяжу перед изнаночной петлей. Я делаю накид от себя ниточку, вяжу изнаночную петельку и по очереди набрасываю сначала нить, этот накид, и затем лицевую петельку. Перед лицевой петлей я делаю накид к себе, вяжу лицевую петельку и также по очереди накидываю накид и предыдущую петельку. Снова у нас изнаночная, значит накид идет от себя. Провязываем петлю и по очереди накидываем на нее предыдущие накид и петля. Перед лицевой нить, то есть накид к себе. Вяжем лицевую и повторяем все те же действия. При таком способе можно не бояться чуть подзатягивать петельки, так как способ достаточно эластичен. И вот такие вот петельки у нас образуются. Таким образом мы довязываем этот ряд до конца. После того, как мы закрыли все петельки, завершаем наше вязание таким образом. Входим под косичку первой закрытой петельки и затем возвращаемся в последнюю закрытую петлю. Вот так у нас образуется дополнительная петелька и незаметно ступеньки. После этого мы уже будем прятать ниточки в нашей горловине. После ВТО она, конечно, чуть раскладится, чуть получше ляжет. Вот, значит, теперь нам осталось только с вами сшить проймы. Для этого мы возьмем чулочные спицы. Итак, проймы.
Мы развязываем все ниточки, одеваем наши 6 петелек. Разворачиваем вязание так, чтобы ниточка, которую мы будем сшивать, была перед нами. Вот она идет у меня от рукава. Сейчас ее вытаскиваем. Даже если у вас от рукавчика осталась короткая ниточка, вы можете взять дополнительную. Здесь, в принципе, ничего страшного не случится. Вот. Ниточка идет от рукава. Вот это рукав. Я вхожу в первую петельку снизу наверх. Здесь, со стороны джемпера, я нахожу сначала петельку на самом джемпере, вхожу в нее сверху вниз и в петлю на спице снизу наверх. Возвращаюсь на спицу. Сюда я уже один раз входила. Значит, сначала я вхожу сверху вниз и теперь спускаю петлю. В следующую выхожу снизу наверх. Оставляю петельку. То есть в следующую снова вхожу сверху вниз и выхожу снизу наверх. В петлю, в которую мы входили уже 2 раза, мы уже можем снять со спицы. Снизу вверх, сверху вниз, снизу наверх. И доходим так до последней петли. В принципе, эти петельки я подспущу, вот так уже видно их. И смотрите, как завершаем вязание. В петлю, в которую мы уже входили, мы входим сверху вниз, а снизу наверх выходим на самом джемпере. То же самое здесь. Сверху вниз и в петлю джемпера. Снизу наверх. И только затем мы прячем ниточку. Смотрите, теперь все петельки, что у нас побольше, поменьше, мы вот так вот подтягиваем. Это то, что на пройме. А то, что вот эти отверстия большие, смотрите, как я вам говорила, надо было чуть туже вязать. Если бы мы связали как обычно, они бы у нас были еще больше. И вот так вот их распределяем по самому джемперу. Здесь в эту сторону уводим, и вот эту петельку то же самое подтянули и стали уводить. Таким образом мы распределяем вот эту длинную петлю по рукавчику и по переду в данном случае. Вот, но это мы потом распределим. Вот здесь, смотрите, я уже могу вам показать. У меня было то же самое. Здесь я тоже также буду уводить. Распределяя, они будут все меньше, меньше становиться. И потом совсем выровняться. Вот, и на этом все. Наш джемпер полностью с вами готов. Осталось его только постирать. Стирать я буду вручную. Отжимаю уже я его в мешке и в стиральной машине. Потом раскладываем уже по размеру, придаем ему окончательную форму, чтобы он уже так высыхал. И на этом наш видео подошел к концу. Я надеюсь, вам очень понравился этот мастер-класс. И на этом мастер-класс у меня будет заканчиваться. Желаю всем творческого настроения. Всем до новых встреч. Пока-пока.